Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас сегодня агрогороскоп с 24 по 27 августа 2021 года. Это время, когда убывающая луна будет в знаке Овен. И, как всегда, мы рассматриваем время московское. Благодаря этому времени можно с помощью интернета определить в своей стране, в любом регионе нужное вам время ваше местное. Ну и сегодня я хочу к вам обратиться еще с такой просьбой. Мы стараемся сделать нашу работу качественно. Многие из вас получают результаты и хорошие результаты. Благодарю за комментарии и ваши рассказы. У нас просьба. Делитесь, пожалуйста, нашими видео с другими, родными, близкими, друзьями. Пусть у них тоже все получается, и пусть у них тоже будут хорошие урожаи. И пусть они уже в эту зиму хорошие заготовки качественные сделают, и зимой будет у них очень вкусная, сытная и теплая зимовка. Ну и не забывайте, пожалуйста, лайкать, подписывайтесь на наш канал. А теперь приступим к важному делу. К делу, когда мы рассмотрим вот эти все важные дела, которые у нас предстоят с 24 по 27 августа. 24 августа с 0 часов и до 21 часа 57 минут у нас Луна будет находиться еще в знаке Рыбы, а в 21:58 уже будет находиться в знаке Овен, перейдет в знак Овен. С 12 часов 14 минут дня и до 21 часа 57 минут Луна будет без курса, спящая Луна. Ну и кроме всего у нас завершается сожженный путь полнолуния, и он у нас будет 24-го длиться до 15 часов. Практически весь день у нас нерабочий. В плане того, что мы не сеем, не высаживаем. Кстати, я вот эти пункты тоже вот здесь отметила. И очень важно, смотрите, я сразу же, у нас есть развернутый весь план на все дни. Можно сразу же определить себе, что вы не будете делать этого числа 24, а что вы можете делать уже в последующие дни. Сразу же по 24. Это время стихия воды, рыбы. Поэтому поливы и подкормочки эффективны. Они совместно очень полезны и дают очень хороший результат. Поэтому вместе с поливами, смотрите, аж до 21 часа 58 минут будет Луна находиться в знаке Рыбы. Поэтому до этого времени, а лучше всего до 18 часов, уже короткий световой день, 18 часов можно еще провести небольшой полив или раньше, и провести вот эту внекорневую подкормочку. Сейчас очень важно в саду провести подкормки. Это кремний, это калий, там, где созревают плоды. Магний обязательно, чтобы вкусные были наши плоды. И, естественно, вот это можно будет провести, а далее мы уже это не можем делать. Поэтому давайте еще дальше 24 число мы рассмотрим до конца. Следующий важный момент – комнатные цветы. Знаю, что ждете и очень радуетесь тому, что вы тоже имеете план работ. Так вот, в рыбах вы можете поливать, можете подкармливать растения, а также защищать от болезней и от вредителей. Далее я буду уже следующие дни говорить о подготовке растений, которые были вынесены на улицу, в сад, и мы их должны подготовить, чтобы перенести в дом. Резко нельзя это делать, нужно постепенно это делать, переводить сразу в тень или в светлое какое-то помещение и затем уже на окна в комнаты. Это что касается комнатных цветов. Это мы делаем в рыбах поливы, а далее у нас не будет ни поливы, ни подкормки. Поэтому, пожалуйста, запланируйте эти работы 24-го. Сад. Сад практически еще здесь делать нечего, потому что в рыбах нельзя не собирать урожай, нельзя зеленые операции. Единственное, что можно убирать какой-то травы какие-то сложные, заниматься хозяйственными вопросами. Это все в рыбах
приветствуется. Зеленые операции нельзя проводить. Это время сожженного пути полнолуния. И еще это время стихии. Смотрите, какая стихия рыбы. Это стихия воды. Ни в коем случае, ни на каких растениях не проводим зеленые операции. И, естественно, не собираем урожай, не делаем заготовки на зиму. Ну и сбор семян тоже в это время никак нельзя проводить, потому что будут пустые, очень много пустых, и качество потом растений будет слабое. А теперь переходим к этим дням. Вот это у нас очень важное, 25 и 26. Эти 2 дня у нас. Это уже чистое продуктивное время в знаке Овен, убывающая луна. Что мы можем делать 25 и 26? А мы можем делать вот эти важные работы с посевами. Сеем сидираты. Сидираты очень важно, в это время в Овне можно посеять зерновые. Это актуально. Зерновые культуры, корневая система не очень глубокая, поэтому эти растения хорошо принимаются, семена растут, и растения хорошо затем показывают хороший результат, потому что они тянутся вверх, хотя это убывающая луна, но это сразу после сожженного пути полнолуния можно высевать семена сидератов. Это мы можем делать и 25, и 26. Еще можно, я не написала, просто если хотите зеленый лук, именно зеленые вот эти вершки, можете еще посадить лук себе для того, чтобы потом на подоконнике или в теплице иметь вот эти зеленые витаминные листики. Рассада. Следующий момент. Рассаду ни в коем случае не высаживаем. Видите, у меня красным выделена рассада. Почему? Я провела такой эксперимент. В Овне высадила, просто пересадила рассаду и в контейнере, из контейнера. И в другом знаке то же самое сделала. Я получила отрицательный результат. Мои цветочки так и толком не цвели, там один цветочек, желтеют листья, они очень плохо себя чувствуют. Поэтому рассаду, пожалуйста, не высаживайте в этот период. У нас будет время чуть-чуть позже. Это уже будет в Тельце. Всего-навсего 2 дня надо подождать, и мы сможем вот рассаду высаживать уже с 27-го после перехода Луны в знак Телец. Поливы и подкормки. Поливы бесполезны в Овне. Это знак стихии огня. А стихия огня, о чем она говорит? О том, что растения заняты совсем другим делом. Там идут очень серьезные процессы в цветах, в плодах, которые и в корнях, кстати, да, и в каждой клеточке. Поэтому на эти процессы не нужна вода, и она просто-напросто не принимается растением. Вот это нельзя делать 25 и 26. И, естественно, мы с поливами всегда делаем подкормки. Здесь подкормки нельзя проводить. Особенно если там где-то, где еще будет жарко, а еще есть такие регионы, естественно, не делайте этого, потому что растения, листики вернее, и цветочки будут гореть. Следующий момент. Комнатные цветы в Овне. Что делаем? Конечно же, поливать, подкармливать нельзя. Можно только защищать растения от болезней вредителей. И вот это подготовка к переезду в дом. Обязательно уделите внимание. Осмотрите горшочки, тарелочки. В общем, все, что у вас связано с этими цветами, проверьте, почву просмотрите, для того, чтобы уже в знаке следующем, то есть 27-го в Тельце, можно было провести то ли подкормку, то ли обработку, или полив. Это уже будет актуально 27-го. А вот это у нас очень хороший период перенести растения в другое какое-нибудь место, которое уже ближе будет к тому, что к переезду на подоконники. В саду, а вот Овне 25, 26 и далее в Тельце можно будет заниматься очень важным делом. Это дело у нас сбора урожая, закладки на хранение, обработки против вредителей и болезней. Вот это 25-26 в стихии огня очень хорошо. И, кстати, в это время, это у нас по саду, очень важная работа сбора урожая.
И вот эти все пункты, которые я называла, это у нас сад. Но еще здесь нельзя зеленые операции. Пока подождите, собирайте урожай, перерабатывайте, не спешите. А вот уже в Тельце 27-го, вот тогда уже можно будет ходить с секатором, с ножницами и делать санитарную обрезку. Зеленые операции мы с вами рассмотрели. По саду мы знаем, что не делаем этого 25-26, а вот зеленые операции на овощных, цветочных растениях, это будет хорошо 25-26. Продолжают расти пасынки, уже отцвели некоторые цветочки и уже засыхают цветоносы. Обрезаем, вот это здесь можно делать. Переходим к сбору урожая. Это очень важный момент. Сбор урожая. Картофель копаем, кто не выкопал. Лук. У кого-то еще даже яровой чеснок поздно посаженный, и уже можно его собирать, созрел. Собираем овощи, фрукты, ягоды. Все это собираем и, естественно, перерабатываем или готовим к закладке на хранение, или же уже готовая продукция закладывается на хранение. Или же, если овощи, фрукты, все это готово к консервации, готовьте консервацию, замораживайте, сушите. Все это очень хорошо в это время проводится. И очень хорошо в овне собирать семена. Причем семена не только овощных, цветочных, но и садовых растений. Ну а теперь тот момент, о котором мы должны знать, когда готовимся уже к моменту. Это момент у нас вот 27 августа. Вот смотрите, что у нас тут получается. У нас получается такая ситуация. В Тельце очень хорошее время. Мы уже Луна переходит из Овна в Телец 27-го. И вот здесь уже нужно подготовиться. И посевы будут, и высадка рассады, и поливы, подкормки. Теперь вы знаете, что у вас есть время в Овне подготовиться, какие-то работы заготовительные сделать. Здесь тоже, в Тельце, тоже можно проводить заготовительные работы. Но плюс здесь добавляется еще черенкование, обрезка садовых растений, посадка рассады. Здесь очень большой объем работ. Поэтому вы можете частично здесь работу провести, а сюда направить уже силы для работы в саду, для посадки рассады и для посева семян. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп. У меня просьба снова же к вам. Сегодня новая форма съемок. И мы стараемся улучшить нашу работу, придумываем различные ситуации для того, чтобы все наиболее удобно вам было воспринимать информацию, видеть и слушать. Поэтому напишите, понравилась ли такая подача уже нашей информации, агрогороскопов, и можно ли так уже делать для того, чтобы было вам удобно. Ну вот, по-моему, все уже сказала. И мы с Александром желаем вам удачи, всего самого доброго, крепкого вам здоровья, хороших вкусных заготовок.